Ребята, кто-то уже подключился, я все вижу, я все вижу. Пишите в чат, кто подключился. Наверное, не знаю, сегодня будет ли у нас вообще кто-нибудь на эфире. Я хотя вчера говорила на премьере нового видео, что стрим будет, кому-то ответила, да, по-моему, Павлу ответила на этот вопрос. Но, честно говоря, я особо не знала, что мне конкретно не успевала, так скажем, подготовить какую-то тему, вот как по прошлым стримам у нас было джаз и блюз. Соул я еще пока что не подготовила. Вот. Поэтому сегодня... О, Павел, ну, конечно же. Видимо, мы сегодня вдвоем будем с вами общаться. В общем-то, я не подготовила тему соул, потому что это достаточно такая большая тема. И чтобы о ней вещать, я думаю, что нужно, ну, как-то погрузиться побольше. У меня еще не было на это времени, к сожалению. Вот, кто-то, ребята, из вас писал мне, напишите, кстати, в чате, кто-то из вас просил тему соул осветить на моем канале в прямых трансляциях. Если вы здесь, то напишите мне об этом, и я буду помнить, что эта тема востребована, и в какой-нибудь из разов мы с вами обязательно что-нибудь такое пройдем. Пришел... Ага. Так, ну ладно, ребят. Значит, смотрите, сегодня я решила, так как я особо не подготовилась, ну, ладно, давайте по чесноку, совсем не подготовилась, у меня вообще не было на это времени. Вау, Ника, hello. Вот, значит, ну хорошо, значит, у нас здесь уже есть определенная компания моих постоянных зрителей, и мы с вами, давайте так, сегодня проведем вокальный стрим. Я попою для вас песни, которые я очень сильно люблю, но в данный момент они, ну, так скажем, не популярны, наверное, потому что они были популярны в другие года, ну, то есть когда-то давно, то есть это джазовые стандарты и какие-то еще. Хорошо, общайтесь там в чатике, я уже вижу, Ника. Значит, это известные песни, вы в любом случае их узнаете. И давайте так, я буду петь, например, песню, и после пения песни вы мне в чате пишите, знаете вы эту песню, не знаете, понравилась она вам, не понравилась. Вот, будет прикольно, мне кажется. Вот, потому что давайте периодически у нас будут такие вот стримы. Я, кстати, знаете, еще что хотела сказать? Очень для меня удобно, потому что я уже давным-давно не выступала, не пела, и мне кажется, у меня репертуар просто вот так вот развалился во все стороны, и тексты я, наверное, все забыла. В общем-то, сегодня я буду, так скажем, в прямом эфире репетировать вместе с вами те песни, которые я когда-то пела на репетициях. О, Павел, отлично. Общайтесь с нашим англоязычным зрителем. Так, ну что, давайте, значит, первая песня. Вы ее сейчас, конечно же, узнаете. Я ее включаю. И погнали. Так, сейчас. Надо еще... Ага. Сегодня у нас без фоновой музыки, вы заметили, ребят? Так, ну что, значит, первая песня. А называть я ее не буду. Пусть это будет вот такая песня, которую вы точно узнаете. Ну, ее знать просто невозможно. Ребята, вообще меня слышно, видно? Со звуком все нормально? Ну, наверное, вы бы уже отписались, если бы со звуком было что-то не так. Погнали. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you.
and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for each day that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Честно говоря, не знаю, это, наверное, проигрыш, ребята. А может быть и нет. And I always will. Ooh, hey, always will. Так, сейчас я, ребята, выключу, чтобы у нас не включился следующий трек. А он, наверное, не включится. А, вот сюда. Так, ну что там? Что мне пишете? Давайте общаться. О, все окей, супер. Орлеана, привет, привет, привет. Так, ну-ка. Вау. Нико, thank you so much. Так. О, ну все, вы, значит, все уже угадали, хорошо. Я хотела, знаете, по форме провести, по форме угадай мелодии. Давайте вот я сейчас спою песню, а вы мне напишите ее название. Ну, невозможно не знать эту песню, согласитесь, Love Me Tender это вообще классика, можно сказать, такая. Ну, это классика джазовая, можно уже даже сказать, потому что, ну, очень популярная песня, и в джазовой обработке она звучит потрясающе. Так, ну что, пишите мне что-нибудь. Как вам еще эта песня нравится? А я тем временем, ребята, хочу вам спеть. Давайте что-нибудь такое. Что-то я смотрю на репертуар, у нас он сегодня такой, знаете, весь лирический. Давайте, наверное, песню «Love» я вам спою. Ой, зачем я это сказала вслух? Ну ладно, давайте я вам спою, а вы мне скажете, знаете вы эту песню или нет. Где тут мои листочки? Ребята. Ну вот, все, я потеряла текст. А нет, не потеряла. Погнали. Павел, я, в общем-то, нахожусь в поисках цвета на фон. Отвечу, да, это. Это у меня, да, такая ткань. Ну, она, знаете, немного, как такая вот, у нее такая структура рыхлая. И я подумала, что надо попробовать, как будет с такой структурой. Мне кажется, они достаточно неплохо смотрятся. Единственное, что по цвету надо, наверное, будет подумать. То есть это такой зеленоватый оттенок у меня. Напишите, кстати, ребята, вот как там по фону... Очень смешно, да? Я в поисках занавески для фона. Напишите, кстати, нравится вам моя занавесочка новая или нет. Так, а я пою песню, а вы мне пишите тем временем, ребята, в комментариях, знаете вы эту песню или нет. Hell is for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E
is even more than anyone that you adore and love. Is Father I can give to you. Love is more than just a game for two. His love can make it. Take my heart, don't please don't break it. Love is made for me and you. Hell is for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. Thee is very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore and love. It's for that I can give to you. Love is more than just a game for two. His love can make it. Take my heart, don't please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Вот такая вот, ребята, песня. Так, это уже пошла следующая. Нет, следующая. Давайте пока не будем петь. Давайте пообщаемся, ребята. Ну как там? Так, что-то я смотрю, вы тут мне много уже написали, хотя нет, не особо. Я понимаю, что у меня сейчас тут на английском в основном комментарий, да? Ну хорошо, ребята, хорошо. Так, у Дианы новый кавер. Это, кстати, я еще не смотрела. У Дианы новый кавер. Я еще у нее Дудук не посмотрела. Я обязательно посмотрю. У меня это все У меня это все в контент-плане прописано, ребята. Павел Шеда. Ага. Так, Так. Сейчас, ребята, я просто читаю, вникаю, что вы мне тут пишете. Так, Павел, да, вы, скорее всего, слышали, эта песня называется «Love». Эта песня стала также джазовым стандартом. Кажется, эту песню написал Нэт Кинг Коул, папа Натали Коул, известной джазовой певицы. Так. О, Ника! Thank you very much. Павел, напишите, пожалуйста, Ника. Я, к сожалению, у меня совершенно такой сильный барьер. Я хотя бы понимаю английский, но я совершенно на нем не могу говорить. Или я буду очень долго соображать, и вы тут с ума сойдете ждать, пока я соображу, что мне нужно сказать. Напишите, Ника, что я очень люблю, обожаю петь на английском языке. И, наверное, то, что я так сильно люблю петь на английском, в свое время, когда я училась, а училась я очень долго, в колледже, в академии, потом в университете, я, наверное, очень много песен перепела, очень много всего попробовала. И, конечно, я поняла, что на английском петь для меня это самый кайф. Я просто... мне еще нравится на французском, но там посложнее. Вот, может быть, из-за того, что я очень сильно люблю петь на английском, у меня нету такого какого-то яркого акцента, так как уже наслушанность очень большая. Так, спасибо. Юрий, здорово. Еще не слышала про то, что Диана будет стрим проводить. Здорово, круто. Ух ты. Павел, напишите, пожалуйста, Ника, что мне прям очень приятно, и я даже стесняюсь
отвечать. Но не знаю, как реагировать на похвалу, честно говоря. Всегда меня почему-то это вводит в состояние какого-то, как бы это назвать-то, даже не знаю. В общем, я стесняюсь как-то реагировать, когда меня хвалят. И я не знаю, я ухожу от похвалы. Наверное, это плохо. Не знаю. Скажите, ребята, кто из вас психолог? Может, мне надо к психологу сходить по этому поводу. Так, так, да, это, Павел, я прочитала, я все поняла, просто я сказать, к сожалению, не могу. Так, так, ага, спасибо. Ага, Самат, привет, привет, ребята, кто присоединился. Ну что, значит, эта песня я сказала, да, песня Love Нат Кинг Коула, известного джазового пианиста, автора-исполнителя песен, и папы Натали Коул, известной джазовой певицы. Вот, и, кстати, Натали Коул эту песню сейчас перепевает и очень-очень успешно много-много всяких разных вариантов в ее исполнении этой песни я слышала. Так, давайте сейчас споем, ребята, давайте сейчас споем песню. Что-то я поняла, что у нас сегодня одни какие-то грустные песни. Ладно, давайте Cry Me a River. Такую джазовую попсу тоже немного попоем. Кстати, в чате напишите, кто эту песню, в чьей версии я сейчас буду петь. Скорее всего, вы знаете этот стандарт. Погнали. Now you say you're lonely. You cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're lonely for being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. You nearly drove me out of my head, while you'll never shed a tear. I remember all that you said. Taught me love was to plebeian. Taught me love was through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Проигрыш на часть А. Гитарочка солирует. И часть Б, бридж. You drove me, now you drove me out of my head, while you'll never shed a tear. I remember all that you said. Taught me love was to plebeian. Taught me you were through with me, and
Now you say you love me. Well, just to prove you do. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. 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 Да-да-да-да-да. Так, ребята, пока кода вот это вот крутится, у нас сейчас в коде просто будет очень долгий проигрыш. Сейчас, наверное, закончится, а может быть еще и нет. О, вот сейчас. Хотела пообщаться, думаю, пока проигрыш, но нет, он закончился. Так, вот. Ну что, давайте дальше. Так, может, чуть погромче. Что именно погромче, ребята? Что именно погромче? Так, сейчас хочу почитать. Ага, Ника собирается выучить русский язык. Классно. Ребята, смотрите, мой канал стимулирует Ника учить русский язык. Это же так классно. Да, Complex Language, точно, правильно говорите. Юрий, погромче музыку или погромче имеете в виду мне голос сделать? Хорошо. Ника, thank you very much. Так. Yes, I understand these words, Nico. Thank you so much. Спасибо огромное. О, у камина на Бродвее, ребята, это классно. Может быть, действительно мне какой-нибудь фон такой, знаете, сделать с камином, ну, или, может быть, оставить этот, но что-то тут такое обыграть. В общем, я пока экспериментирую, ребят, ладно? И не видите мои прекрасные глаза через очки. Ну, дело в том, что я просто все слова наизусть не помню. Вот, поэтому у меня тут есть подсказочка, я тут уже себя выдала, у меня вылетели листочки. Вот. Хотя на самом деле, знаете, ребята, это, наверное, такая тоже большая ошибка вокалистов. Кстати, вот давайте с вами такими распространенными ошибками поделюсь у профессиональных вокалистов. Особенно у тех вокалистов, которые работают в караоке. Ну, караоке, да, в ресторанах поют. У них очень большой репертуар, разноплановый. Они поют в клубах и очень много выступают. Но сейчас, к сожалению, в условиях коронавируса столько выступлений, скорее всего, нету, даже у таких очень работающих артистов, да, в ресторанах. Тем не менее, это вот все время привычка смотреть в текст. Это очень плохо. Это очень плохо. Нужно профессиональному артисту, конечно, избавляться от этой привычки. Я думаю, что эта привычка рождается, знаете, из-за чего? Из-за того, что вокалист очень быстро нарабатывает какой-то репертуар, не успевает пропустить через себя текст, запомнить его, и вот как бы привязывается к папке с текстом или там к планшету, где есть слова. Это, конечно, не очень хорошо. Вот. Но с другой стороны, вроде бы как бы все время косячить слова и петь что-то не то или что-то примерное тоже не очень хорошо. Так что здесь, конечно, надо золотую середину находить. В идеале, конечно, нужно так прорабатывать песню, чтобы вы не смотрели в текст и могли думать только ну, о подаче той музыкальной фразы, мысли, эмоции, да, и вас не держал текст именно. Вы не думали о том, что сейчас вот эта строчка или сейчас вот это, а как сейчас там. То есть это должно быть вот уже проработано сильнее, ну, лучше, да, больше потрачено времени на это.
Вот, так что старайтесь, э, старайтесь учить песни наизусть. Хороший совет, да, вам? Так, ну что, давайте еще. Кстати, в чьей версии это была песня "Cry Me a River"? Кто это? Ника. Увидел мои глаза. Ага. Эта песня, ребята, была в аранжировке, в трактовке Дайаны Кролл, известной джазовой певицы. Кстати, про нее я вам, по-моему, уже говорила. А может быть, и не говорила в прошлый раз, когда мы с вами джазовые темы обсуждали, джазовую тему, да. В общем, это очень популярная джазовая певица, очень крутая. Она не только певица, она еще и пианистка. То есть, пожалуй, наверное, изначально она пианистка джазовая и потом уже вокалистка, певица. Так, давайте дальше. Что-нибудь такое джазовенькое. Давайте, знаете, что сделаю? После медлячка такого спою. Вот что спою. Это будет, кстати, не отрепетированная совершенно версия. Так что не обессуйте, если я буду вылетать периодически. Сейчас узнаете песню. There was a boy, a very strange and shallow boy. They say he wanted very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return. Контрабас. И еще контрабас. Солирует. There was a boy, a very strange and shallow boy. They say he wanted very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. Very wise was he. Ребята, я прочитала комментарий. Первый, который мне попался на глаза комментарий, это: весело у вас тут.
Это действительно прикольно. Милый чё, да милый чё. А что это за фишка? Я не поняла. А, ага, про музыку погромче, да? Мгм. Премьера. Найс, хорошо, весело тут у вас. Scat Girl, yes, Scat Girl, I am, I am Scat Girl. Но дело в том, что, кстати, это была полная импровизация, то есть я сейчас даже поняла, что надо было не с той части вступить, там немножко не в ту гармонию ушла. Ну, наверное, вы это не заметили, я просто так предслышала, что сейчас будет не та гармония. Вот. Эта песня, ребята, ну, наверное, вы ее не очень знаете. Вообще, на самом деле, эта песня даже есть в версии в исполнении Селин Дион. Вот эта песня. Называется она «Изофония». Я не знаю, кстати, не знаю. Возможно. Это песня, джазовый стандарт Nature Boy. Nature Boy. Настоящий мужчина. Вот так вот. Это песня, кстати, джазовый стандарт, который у нас сейчас второй курс на техническом зачете сдавали, пение по нотам. Вот. А эту версию я, кстати, да, еще пока что не пела, поэтому была, можно сказать, премьера. Так, ну что, погнали дальше. Давайте сейчас, это у нас было типа быстрая, это у нас быстрая огненная песня. Так, что пишите? Что? Стрим вокалистов. Алексей, спрашиваете, исключительно джаз поете? Ну, как сказать, вообще я пою разное. Нравится мне петь только джаз. Не знаю. Вот ничего с собой поделать не могу. Другая музыка как-то, ну, как мне кажется, очень выборочно какие-то песни у меня звучат хорошо, ну, как мне кажется, опять же. Но вот именно процесс пения, процесс выступления, мне больше нравится именно пение джазовой музыки, да. Но я, конечно, могу разное. И я пела в ресторанах разную музыку раньше, но как-то джаз мне больше по душе, так скажем. Вот. Алексей, ну вы можете предложить какую-нибудь песню, если я вдруг ее смогу сейчас в данный момент исполнить, я ее исполню. А если не исполню сейчас, то я ее запомню и на следующем вокальном стриме обязательно спою, если вы придете. Так, да, стрим вокалистов. У нас здесь, значит, песня, которую я пою. Потом мы с вами общаемся в чате, обсуждаем, понравилась вам песня, знали вы ее раньше или не знали. И, в общем-то, таким образом устроится наш стрим. Хорошо, давайте, знаете, что сейчас сделаем? Вот сейчас мы споем с вами песню медленную. Ну, давайте так. Вот эту точно не знаете. Так, ребят, сейчас просто будет такая песня, которую, скорее всего, вы не узнаете совсем. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever, and I'll be glad. Someday I'll know he's coming to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying Porgy when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me and
if I had. If you can keep me, I wanna stay with you forever. And I've got my man. Вот такая песня. Ребята, пишите скорее в чате, знаете вы эту песню или нет. Так, тыры-ты-тырам, читаю. Артём, нормально? Ухо на ухо медведь наступил, это ничего страшного. Здесь он обязательно слезет с уха. Вы поете песни Пегги Ли. Да, песни Пегги Ли я пою. Ну вот, конечно же, самая известная, наверное, версия – это Fever, да, у неё. Ну, из всех Fever, наверное, у Пегги Ли самая известная версия. Кстати, сегодня я бы хотела тоже спеть песню в аранжировке, как бы в аранжировке Пегги Ли, но тоже не особо она известная, скорее всего. Но мало ли, вдруг узнаете. Так, let us know. Так, давайте я прям себе запишу. Я прям себе запишу или запомню. Ладно, потом комментарии еще зайду, посмотрю отдельно. Давайте в следующий раз, хорошо? Это как раз будет уже ближе к Новому году. А может быть, мы с вами, кстати, ребята, давайте так. Может быть, какой-нибудь новогодний стрим потом проведем. Я прямо соберу топ джазовых песен к Новому году и к Рождеству. И мы с вами попоем. Ну, и не только, давайте тогда будет не только джаз, а будут еще просто известные песни, чтобы вы мне еще поподпевали и разработали свои голосовые связки, голосовой аппарат. Так, для меня слово «нота», кроме школьных, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, ничего не говорит. Ничего страшного, Артём. Будете смотреть мои стримы, образовательные стримы и реакции. Иногда я что-то там такое, когда это касается непосредственно разбора песни, я что-то говорю, поэтому заходите, смотрите, и скоро вы будете знать не только, что такое нота, но и даже больше. Так. Ух ты! Павел, а вы не сочиняете сейчас «Огни Орлеана»? Это прям как будто бы судьба. Вот я даже не знаю, потому что я про этот факт вообще ничего не знала. Я не знала, что эта песня звучала в фильме «Огни Орлеана». Если честно, я даже не знала, что такой фильм есть. Но эта песня, давайте расскажу, ребята, что это за песня. Это джазовая баллада «I Love You, Porgy» из мюзикла Джорджа Гершвина «Порги и бес». Знаете такое? Самый известный... Подождите, Джорджа Гершвина? Да, Джорджа Гершвина. Я правильно говорю. «Порги и бес» – это вообще опера. Опера. Очень советую вам это посмотреть. Конечно же, в этой опере там поют совсем по-другому эту песню, в другой тесситуре, высоким голосом, сопрановым и академической постановкой. Эту версию я, ребята, сейчас вам спела в аранжировке известной джазовой певицы Нины Симоне. Наверное, такую певицу вы знаете, потому что в аранжировке Нины Симоне Диана Анкудинова пела ее же песню «Feeling Good». Да, известная очень песня. Так вот, Нина Симоне, скорее всего, как раз-таки Диана пела версию Нины Симоне. Вот, так, сейчас я еще посмотрю, как красиво песня любви, верно? Да, Артём, верно, песня о любви. Называется «I love you, Porgy». Ну, собственно, «Я люблю тебя, Порги». Посмотрите этот мюзикл. Ну, это вообще... Нет, это вообще опера. Но я думаю, что современные какие-то постановки «Порги и бес» есть и в более эстрадной версии, да, не в оперной версии, а эстрадной. Потому что оперная версия, она очень старая, я не помню, какого-то 60 какого-то года. Это такой фильм записан, музыкальный фильм. Вот, советую вам найти и посмотреть. Ага. Я не перестаю говорить, Ника, thank you so much. Так.
She's going to sing. Я могу спеть. Единственное, что мне просто вот сейчас, чтобы подготовить минусовку запустить, это придется потратить время. Давайте я просто запомню, что вы хотите услышать в моем исполнении Fever, и тогда в следующий раз я уже запомнила Let It Snow, Fever будет у нас на стриме. Заинтересовали. Хорошо, это прекрасно. Так. Проявив программу Эдди Мерфи. Ух ты, прикольно. Ух ты, а я люблю такие. Там, где Эдди Мерфи играет, это вообще класс. Так, ну что, давайте тогда, ребята, дальше, да, у нас как-то, я, честно говоря, накидала очень много песен, мне казалось, их не очень много, а сейчас я понимаю, что мы все и не успеем даже спеть с вами. Так, ну что, давайте мы еще с вами споем вот такой вот джазовый стандарт, вот такой вот. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nightly night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Start fading my heart and get on, dear. I'm in your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying these sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dream that leave all worries behind you. But in our dreams, wherever they be, dream a little dream of me. Stars fading by hiding on dear, still grabbing your kiss. I'm longing to linger till down, dear. Just saying these sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that people worries are behind you. But in your dreams, wherever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Вот такая вот, ребята, песня, и уходит она на не cold ending, это же cold ending называется уход, да, постепенный увод звука. Так, так, что-то я смотрю, у вас уже, ага, сейчас почитаю. Begin, please. Начала. Всем поклонникам хорошей музыки и вообще хорошим привет. Да, ребята, кстати, я вас поздравляю. Если вы первый раз на моем канале, то я вас очень сильно поздравляю с тем, что у нас здесь собирается теплая компания хороших людей,
ценителей настоящей музыки, настоящего искусства, тех людей, которые слушают правильных вокалистов. На своем канале я разбираю только тех вокалистов, которые, ну вот, действительно супер талантливые, супер крутые и с большим потенциалом. Ну, даже если без потенциала, значит, они уже супер профи. Вот. Ну, а так как у нас есть очень много молодых исполнителей, да, конечно же, у них большой потенциал. Так что Сигазавр, я прямо поддерживаю эту теплую атмосферу, которую вы создали своим комментарием. Так, вау, да. Да, спасибо. Так. Да, это, кстати, песня, вы знаете эту песню. А, Так. Про Диану, что я сказала. Павел, скажите, Ника, что я сказала, Диана пела, по-моему, это еще с предыдущего раза. Значит, Диана пела песню "Feeling Good" в аранжировке Нины Симоне. Так вот, я исполнила песню "I Love You, Porgy" тоже в аранжировке Нины Симоне. Просто, может быть, вы никогда не слышали имя Нина Симоне, но аранжировку ее в исполнении Дианы Анкудиновой вы уже слышали. Так, значит, брависсимо. Спасибо, ребята, спасибо. Ага. Мгм. Так, ну что, значит, смотрите, ребята, у нас остается с вами немного времени, поэтому я сейчас выбираю те песни, которые мне прям вот хочется сейчас для вас спеть, и уже не переживать о том, что я сегодня что-то не спела, что хотела. Так, давайте, знаете, что споем? Сейчас будет не джазовая песня, но я очень люблю... Кстати, ладно, перенеслись уже, пусть будет так. Я очень люблю эту исполнительницу, песню которой хочу сейчас исполнить. Эта песня звучала в фильме «Великий Гэтсби». И сейчас вы, кстати, напишите мне, кто что знает про этот фильм. И кто знает, кто исполнял главный саундтрек к фильму «Великий Гэтсби». А я пока что начну петь. Ребята, хорошо? Погнали. Так. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and ballet now. Hot summer night, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, the city lights, the way you play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I've got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? I've seen the world, let it up as my stage now, channeling angels in their new age now. Hot summer days, rock and roll, the way you play for me at your show, and all the ways I got to know your pretty face and electric soul.
Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I've got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? Dear Lord, when I get to heaven, please let me bring my man. When he comes, tell me that you let me. But then tell me if you can. All that grace, all that body, all that face makes me wanna party. He's my sun, he makes me shine like diamonds. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I've got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? Так. Ну вот, ребята. А теперь та-да-дам. Так, сейчас все отвечу, ребята. Давайте. Про Дину Велес спрашивает. Ага. Так. А про Дину Велес я что-то. Мгм. Так, сейчас. Алексей, я в основном, да, я сама люблю петь джаз, а слушаю я всю хорошую музыку. Мне нравится, вот почему мне нравится делать реакции, ребята, потому что я понимаю, что, например, в каком-то стиле я себя совершенно не вижу, ну, например, в роке, но мне нравится слушать крутых рок-вокалистов. Мне нравится слушать крутых эстрадных, вот, популярных певцов. Если мне действительно, для меня музыка несет какую-то художественную ценность, то есть она меня заряжает, она меня качает, не знаю, она мне как-то западает в душу. То есть, может быть, я сама петь бы ее, ну, как бы не то, чтобы не смогла, ну, как-то вот, не знаю, не прет петь именно саму, а вот слушать очень прет. Вот, поэтому слушаю я совершенно разную музыку. Ну, наверное, единственное, что шансон не слушаю, ребят. Потому что шансон мне как-то совсем не прет. Вот. Отлично, поедет. Спасибо, Александр, очень приятно. Так, что-то тут с Ника, по-моему, уже это самое, уже что-то запутали Нику. Так, ладно, разберемся. Павел, выручайте скорее Ника, что-то он запутался. Так, друзья, приходите завтра на концерт Дины Велес. А вы сейчас стрим. Вот я, к сожалению, просто я бы пришла даже посмотреть, ребята, но, к сожалению, я вот по субботам совсем не могу. Завтра прям очень такой тяжелый день, и, к сожалению. Вот. Но как-нибудь я обязательно зайду. Может быть, у меня, если будет разряженный день в субботу, то я зайду. Павел, спасибо за приглашение. Ага. Так. Да, возможно, Катя напела, но я, к сожалению, не знаю эту исполнительницу на шоу «Маска». Да, вот и шоу «Маска», ребята, я тоже не смотрела. Как-то мимо меня прошли все эти проекты. Видимо, все охватить невозможно. Так, я посмотрела на него. Так, ту-ту-ту. Павел, я слышала голос Дины, я вам уже про это писала.
Вам бы хороший микрофон, Алексей. Вы знаете, на самом деле, я вот хочу признаться, у меня есть хороший микрофон вокальный. У меня есть. У меня даже есть звуковая карта. У меня даже, вот, ну, в общем-то, у меня есть даже своя домашняя звукозаписывающая студия. Но я до сих пор не могу разобраться, как мне все это подключить, понимаете? У меня давным-давно есть микрофон. Так что я, да, я пою в петличку. Кстати, ребята, напишите, ну, не совсем отвратно в петличку, потому что мне кажется, ну, достаточно хороший звук, когда я слушаю. Вот, ну, конечно, для вокала, для исполнения, чтобы вот это было прям вот полноценно, да, и чтобы это было еще круче звучало, нужно хороший микрофон. Он у меня есть, ребята. Но вот когда я дорасту до того, что смогу подключить сама микрофон и все настроить себе и вообще красиво организовать студию, то я буду делать петь в микрофон. А пока что придется потерпеть петличку. Так, значит, что вы там мне еще пишете? Так, так, хорошо. Ника, спасибо большое. Ника, thank you so much. I'm shy. Спасибо большое, что я очень рада, что вам понравились мои песни, которые я сегодня для вас кавера исполнила. Вернее, не кавера, а просто песни других исполнителей. Да, эта песня вообще Лана Дель Рей. Все правильно, Александр, вы прямо зрите в корень. Да, это песня Ланы Дель Рей. Эта песня звучала в фильме «Великий Гэтсби». И я просто обожаю эту песню. Вообще, как многие песни Ланы Дель Рей, еще «Summertime Sadness» как-нибудь я вам спою тоже на вокальном стриме. В общем-то, да, круто. Классно, что знаете эту певицу. Но она достаточно популярная вообще. Так. Так. Ребята, вы там что-то запутали. Это комплимент. Вот всё. Я поняла, все. Ага, все, окей, окей. Так, надо, чтобы вам кто-то помог все настроить. Будете записывать треки, а мы будем вас слушать и радоваться. Ребята, да, это все, конечно, замечательно, прекрасно, да, я согласна, да. Но вот как-то пока что успеваю делать то, что успеваю. И для меня даже вот это вот, темп 2 раза в неделю реакцию выпускать, и то такой. А еще сейчас стримы подключились по пятницам, да, вот я иногда сегодня совершенно не успела подготовиться, поэтому у нас был сегодня вокальный стрим. А так вот, чтобы в следующий раз мне подготовиться, например, по теме, соул, да, что я вам что-то рассказала. Интересно, может быть, спела какие-то песни. Ну, кстати, вот это будет тоже прикольно. У меня есть, песни в стиле соул, и обязательно их вам покажу. Да, я думаю, что я постепенно, ребята, ну, не все же сразу, наверное, да. Пока что я так потихонечку развиваюсь, потихонечку. Так, сейчас, ребята, секундочку. Хотя ладно, давайте я лучше закончу уже стрим, и тогда у меня там просто завибрировал телефон. В общем, постепенно я настрою все, и будет классный звук, и будет классная студия, микрофон. Вот. Но пока что я успеваю то, что делать, и пока таким вот образом. Ребята, ну все, я была рада, что вы пришли на мой стрим, который я не особо не объявляла. Сегодня был вокальный. Если вам нравятся вокальные стримы, вы хотите, чтобы мы продолжали их, то напишите мне в комментариях под этим стримом, ребята, какие песни вы хотели бы слышать на стриме в моем исполнении. И я их буду находить и буду искать. Я, в принципе, готова не петь не только джаз. Ну, единственное, что если какие-то песни я совсем, вот, например, они мне по тесситуре не подходят или что-то, например, очень сильно не нравится, вы уж меня извините, я не буду их петь. Но если так получится, что вы хотите услышать песню в моем исполнении, и она мне нравится, и я ее знаю, то я, конечно же, спою ее для вас. Поэтому пишите мне в комментариях под стримом, и будем с вами, в общем, периодически вот так вот петь, ну и общаться, как это принято на стримах.
Да, кстати, сигазавр. Мне Аня вообще написала в "Инстаграме" спасибо, и я с ней так пообщалась, и, дала напутственное слово, и мне было очень приятно, что она отреагировала. Анечка умница, тоже классная девчонка. А, Артём, по текстовому содержанию, ну, смотря какие песни. Если мы говорим про, Клаву Коку и Моргенштерна, то, конечно, никак. А если мы говорим про, например, песни Дианы, той же Анкудиновой, да, "Я Россия, тебя зову", то мне совершенно нравится. Так, м, да, и опросик обязательно, ребята, сделаю. Павел, только напишите мне, что конкретно вы хотите в этом опросе. Э, да, и лайки, 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 ребята, лайки, лайки, мне очень нужны лайки. Хотя, скорее всего, этот стрим у меня, не знаю, может, не заблокируют, просто здесь известная песня прозвучала, и бывает такое, что если известная песня авторская звучит, то могут заблокировать стрим. Ну, будем надеяться, что не заблокируют. В общем, ребята, все, всех люблю, спасибо огромное, что пришли. Давайте будем на связи. Я никуда не пропадаю. У нас также продолжаются реакции каждый понедельник, каждый четверг и в пятницу стрим на тему либо вокальный. И будем с вами дальше изучать крутых вокалистов, новые песни петь и вообще классно проводить время. Вот. Все, всем хороших выходных, ребята. И всего доброго, и до встречи. Ура! Все, закрываю. Пока-пока. Пока-пока, ребята. Пока. Самат, я помню про реакцию. Да, я помню. И Павел, я помню про реакцию. У меня все в плане. Пока-пока.